Здравствуйте. В эфире программы «Философские чтения». Лет 15 или 20 назад в нашей стране фондом Сороса был напечатан труд Поппера «Открытое общество и его враги» тиражом 100 тысяч экземпляров. В этой книге, наряду с другими фантасмагорическими тезисами, например, рядом с обвинением Платона и Гегеля в тоталитаризме и идейной подготовке концлагерей, Поппер утверждал, что всякий план, человеческий или провиденциальный, любое планирование или проектирование реальности является не просто мифом и утопией, но именно преступлением, тоталитарным актом, лишающим человека свободы, творчества, способствующим нивелировке людей и обращению их в рабство. Смысл истории Поппер видел в открытом обществе, в обществе, которое никогда не формулирует своих последних глобальных задач, целей и идеалов. Поппер говорил о частичной, локальной социальной инженерии или технологии постепенных социальных преобразований. И все это на основании только двух вещей – рынка и права. Тогда Поппер убедил определенный сегмент российской интеллигенции, что либеральное общество и либеральное государство абсолютно нейтральные, внеидеологические вещи, функционирующие независимо от дурных или благих намерений людей. В наши дни с английским профессором вряд ли безоговорочно согласятся все. Сегодня понятно, что либерализм с его вездесущим рынком и правами человека – это мощнейший идеологический и политический проект современности Запада, ничуть не менее серьезный, чем в свое время платонизм или социализм. О политических проектах, о смысле проектирования и прогнозирования в ответ на вызовы современной эпохи мы поговорим сегодня с доктором философских наук, профессором кафедры философии, политики и права философского факультета МГУ Валерием Николаевичем Расторгуевым. Здравствуйте, Валерий Николаевич. Добрый день. Итак, нам предлагается такой тезис, что в основании открытого общества, которое никогда не может стать тоталитарным, лежат всего два принципа. Это рынок и права человека. Так ли уж механичны и техничны, и внеидеологичны эти понятия рынок и права человека? Может быть, просто здесь, когда мы говорим об этих вещах, может быть, просто мы вступаем в иную среду, в иную систему ценностей, в альтернативную систему ценностей и приоритетов? Ну, речь-то идет, собственно говоря, не столько о ценностях, по той причине, что большинство людей, и либералы, и коммунисты, и представители самых разных идеологий и политических школ, они, в принципе, все вроде бы говорят правильные вещи. Вот здесь можно запутаться. Вопрос не в том, что разделяет человек те или иные ценности, ценности гуманизма, даже религиозной веры, а вопрос ценности морали. А вопрос заключается в том, какое место он отводит этим ценностям. Речь идет об иерархии. Вот если на верхушке иерархии стоит, предположим, голый рынок и прагматизм, и очень короткое время, вот сейчас мне, а завтра посмотрим, то, разумеется, вы сами понимаете, что это уже, по сути, антихристианское сатанинское учение. Хотя там может быть буквально на следующей ступеньке и уважение к промыслу, и заклинание верности той или иной религии, морали, истории. А на самом деле перевернутая пирамида. Вот по этой причине как раз речь идет о том, что некоторые теории, причем иногда очень глубокие и грамотные, они разрушают вот эту конфессионально-цивилизационную основу мира, на котором мир стоит тысячелетиями. Стоит, не разрушаясь. А стоит выдернуть эту основу, немного переместить ценности в голове людей, и он начинает рушиться. Это вот то, что называют цивилизационными надломами, когда вдруг начинает рушиться колоссальное здание, созданное тысячелетиями. И какая-то убогая идеология может разрушить великие мировые цивилизации, что и происходит. А к вопросу о Поппере, дело в том, что его идеология, она очень своеобразна. Во-первых, можно понять его ненависть к большим проектам и его ужас, потому что, по сути, он писал свою книгу «Открытое общество и его враги» в тот период, когда была совершена победа советского оружия над германским фашизмом. То есть огромные, мощные идеологии овладевали миром, и одна из них
накрыла, по сути, красная идеология, раздавившая фашизм, накрыла практически всю планету. Ну, разумеется, речь идет не о Великобритании, не о США, если речь идет о политиках, об элите. А если говорить об интеллектуальной элите, то практически все были заражены этой великой победой, победой грандиозного проекта. Об этом нельзя забывать. То есть в тот период, когда он писал эту книгу, он, ну, по сути, выполнял сверхзадачу, можно назвать социальным заказом, остановить любую чуму больших проектов, будь то фашистский проект или коммунистический проект. И в этом отношении, разумеется, он превзошел самого себя, то есть довел идею до абсурда. Он поставил знак равенства между фашизмом и коммунизмом, то есть совершенно антагонистические, в общем-то говоря, школы и теории. Одно дело расизм, а другое дело интернационализм. Такое отождествление очень популярно среди части нашей интеллигенции. Он запустил, это стало, по сути, нормой западной политологии. Это, собственно, впитывается с молодых ногтей. И он ввел еще одну очень любопытную модель. Сама книга называется «Открытое общество и его враги». То есть речь идет о том, что построить общество подлинно демократическое, не имея перед собой чудовищной силы разрушительной, варварской, то есть нельзя построить цивилизацию, единую, западную, моноцивилизацию, со всеми ее институтами, демократическими завоеваниями и так далее. Так вот, нельзя построить, не имея врагов. А враги назначаются. Кстати, вот здесь... Здесь он заимствует концепцию Шмидта, Карла Шмидта, друг, конечно, враг, политическую концепцию из лагеря своих теоретических оппонентов, консервативного лагеря. И не только. Дело в том, что вот один из грандиозных проектов конца 20-х годов, в 30-х годах он приобрел особый смысл, а потом, собственно говоря, он завершился грандиозной перестройкой всего политического мироздания, создание единой Европы, это проект графа Куденхова-Калерги. И у него, в принципе, та же самая логика была 26-й год, когда он спрогнозировал все, вплоть до победы фашизма в Германии, до объединения Европы под германским нацистским владычеством, войны, грандиозного проигрыша в этой войне европейцев, нацистов, в борьбе с Красной Армией и с Советским Союзом. И он говорил даже о том, в тот период, вы представляете, какой разрыв по времени, еще фашизм только созревал, он говорил о том, что после этого Европа окажется поделенной на Восточную Европу и Западную Европу, и Восточная попадет под влияние СССР и красной идеологии, а Западная Европа будет полностью практически утратить даже государственный суверенитет в определенном смысле, или будет носить поврежденный суверенитет, она окажется под мощнейшим воздействием США. Интересы США и Европы тоже не совпадают. И какой вывод делал тогда Куденхова-Калерги? Очень интересный. Он продолжал мысль Ницше о том, что Россию нельзя победить, поэтому ее не надо воевать. Почему нельзя победить? Потому что, кстати, тот же британская философия этой идеи нашла потом большое развитие цивилизационное. Он говорил о том, что европейцы живут временем, а Россия живет вечностью. Вечностью. Потому что у нее есть православие, и это очень серьезно. То есть вот Куденхова-Калерги, следуя логике Ницше в определенном смысле, кстати, их портрет иногда вешают рядышком, потому что это мыслители, которые промышляли о единстве европейского дома в той или иной степени, ну, как и Наполеон в свое время, но уже с другой позиции. Так вот, Куденхова-Калерги говорил о том, что Россия всегда должна оставаться жупелом, угрозой, потому что другой силы для объединения не найти. То есть, конечно, можно объединиться против США, но США слишком сильный противник, чтобы можно было это сделать. А вот против России можно, независимо от того, какой здесь будет режим, но не воевать с Россией, а дружить.
то есть устанавливать разнообразные контакты и так далее. Он тем самым хотел предотвратить Вторую мировую войну. И вот мы возвращаемся к Попперу. Война произошла, все сбылось, все самое худшее и страшное для европейцев. И сбылось даже то, что под вопрос была поставлена вся их культура, начиная от религии, потому что это атеистический красный режим, который выкорчевывал религиозную веру, заменяя его идеологией. Ну, то же самое, что делает сейчас либерализм на Западе, по сути, но только мирными средствами. Так вот, и кончая самой теорией прогресса и самой конечно, теорией модерна, потому конечно. что, например, Адорно и Хоркхаймер заявили, что модерн просто не выполнил своих функций. Он отбросил человечество в архаику, и именно благодаря этому появились фашистский режим. Да, это архаизация. И, кстати, вот сейчас мы живем в эпоху архаизации чудовищной совершенно. Вот Ярославский форум, выступление Медведева, президента на этом форуме, он рассматривает вот тот факт, что люди возвращаются, по сути, к племенному образу жизни, клановому, он рассматривает как усложнение мира. И политика должна это усложнение мира понять и подстроиться под него. В действительно обращение в дикость и архаизация, на мой взгляд. То есть здесь прямо противоположный процесс, и оценки, наверное, надо ставить иные. Так вот, возвращаясь к Попперу, Поппер был врагом вот этих великих идей всех. И вот вы сказали, что он назвал, скажем, даже Платона тоталитаристом. Хуже. Он согласился с точки зрения о том, что Платон – это первый фашист. То есть вообще поставил знак равенства. Ну, кстати, да, но, кстати, вот когда такой знак равенства ставится, это немножко смешно, конечно, между коммунизмом, социализмом, ну, имеется в виду социализм как бесклассовое общество, построенное в нашей стране, которого уже нет, как и страны. Так вот, это между фашизмом и между вот Гегелем, Платоном и так далее. И все это можно объединить с его точки зрения под понятием фашизм, то есть крайняя форма, чудовищная форма тоталитаризма. Это ужас остановить большие проекты. А как их остановить, если большие проекты рождаются и подпитываются всей мировой философией, вот идеей справедливости? Да, и получается то, что получилось. Что декларируется отмена большого проекта, а параллельно где-то на задворках идет формирование другого большого проекта, либерально-демократического проекта. Да, но он уже рассматривается... Который, тем не менее, побеждает и сейчас распространяется тотально. И Фрэнсис Фукуяма несколько десяток лет назад заявил, что, в принципе, произошел конец истории или произойдет вот-вот, когда либеральная демократия победит повсюду. И никаких уже вопросов, сомнений, никаких конфронтаций больше не будет, потому что все общество примет либерально-демократическую парадигму. Кстати, я вернусь к Попперу в связи с Фрэнсисом Фукуямой, который говорил о том, что не так далеко время, потом он отказался, конечно, от этой, на самом деле, бредовой идеи, близкой к марксизму. У Маркса вся история до построения бесклассового общества – это предыстория, потом начинается история. А у Фрэнсиса Бэка, то есть, что я говорю, у Фукуямы, так вот, у Фукуямы все несколько иначе. То есть сначала история с ее кровью и противоречиями, антагонизмами, а потом вот царство такой вот американского типа демократии, которая легко переносится на все территории, унифицируя мир и, по сути, избавляя человечество от источников, которые порождают, от друзей и врагов. Которые порождают. Но этот проект не прошел. Фукуяма сам от него отказался, и появились альтернативные проекты. Так, по сути, вот никто же не вернулся, не отошел от этой парадигмы, которая была и у Куденхова-Калерги, и у Поппера. Это идея о том, что открытое общество нуждается в врагах. Открытое общество и враги. Без врагов его не создать. То есть США просто назначают врагов, как вы знаете, коллективным, можно сказать, голосованием в Конгрессе. То есть это страны-изгои,
те страны, которые можно перепланировать, те режимы, которые можно уничтожить. И здесь не надо останавливаться перед кровью и насилием, если не соответствует проекту. А вот здесь уже грандиозное отличие от того же Поппера. То есть у Поппера, собственно говоря, весь его либерализм сводится к тому, что это не утопическая, грандиозная Постройка. инженерия, да. А такая локальная, как такая локальная, землеройка. пошаговая. Получилось, не получилось, вернулись, начали снова. То Почти как ориентировочная деятельность животного. А в действительности вот эта, ну, скажем, покладистость к либерализму, который вроде бы скрылся, вроде бы его нет. Вот Нобелевские премии по экономике присуждают на самом деле не научным очень часто теориям в области экономики. А тоже идеологическим проектом. Абсолютно, откровенно, либеральным идеологическим проектом. Вот это же факт исторический, то есть здесь не надо даже наблюдать, это видно со стороны. Но возникает у человека ощущение, что это вовсе не идеология, это не примитивная теория, распахнутая для профанов, для миллионов людей, а это фундаментальная наука, которая абсолютно чужда всякой идеологии и политики, она выше. А на самом деле это просто скрытая, мощная, хорошо аргументированная, тщательно продуманная, все-таки западный менталитет. Ему надо учиться и учиться, чтобы достичь такой детализации мышления. Так ведь? Когда все на своих полочках. Так вот, это тщательно продуманная и теория, и стратегия преобразования мира под один... А что это за проект колоссальный? Это что, либеральный проект? А вот здесь Сороса, давайте вспомним, который с Россией, как вы знаете, дружил в период перестройки. Так вот, Сорос в настоящее время считает, что ни красный проект, ни социализм и ни бесклассовое общество, и ни фашизм подавно главные враги современного мира. А вот та идеология капитализма или лжеидеология, которая сегодня, со времен Рейгана, абсолютно возобладала во всем мире и погубила Россию. Он прямо об этом пишет. Вы имеете в виду вот современные формы капитализма? Современная форма. То, что называется турбокапитализмом у Людвига. Турбокапитализм, да, это технология. Или финансовым капитализмом, да? Да, но речь идет именно о финансовом капитализме, о цивилизации процентщицы. Давайте несколько слов скажем о финансовом капитализме. Что он из себя представляет? На самом деле это голый король. То есть абсолютно голый, чудовищного вида, очень непрезентабельный проект, который, тем не менее, заставляет всех поверить, что он король, он одет, его окружает свита. И свита как раз все эти головы, все умные, все ответственные, говорящие, уважаемые, то есть лучшие из лучших. А почему это голый король? Это прагматизм, то есть чистый, абсолютный прагматизм. То есть прагматизм, который сводится к рефлексу хватать и брать все, что лежит. Отбирают у будущих поколений шанс на жизнь, вообще отбирают. Это вот наша страна распродает, собственно говоря, свое тело, то есть ресурсы. Все эти годы, все эти 20 лет – это интенсивная распродажа ресурсов, это же факт. У кого отнимают это наследие? Это хищническая совершенно теория, которая, по словам Сороса, я просто на него ссылаюсь, возобладала во всем мире. Мы живем в мире двойных стандартов. Рыночный порядок для стран первого мира означает неограниченную мировую экспансию, вторжение в регионы слабых экономик, поскольку принцип открытой экономики запрещает протекционизм. Одновременно для стран второго мира рыночный порядок означает ликвидацию социальных программ, анклавов культуры и социальности вообще, как нерентабельных. Александр Панарин. В каком мире нам предстоит жить? Была такая идея в классическом капитализме, что random works price theory, то есть теория образования цены согласно соотношению спроса и предложения. В современном обществе никакой спрос и никакое предложение уже практически не учитывается. Говорится так, что the prices move in trends, то есть цены двигаются в трендах.
Речь идет о том, что брокеры, которые сидят на биржах, они просто-напросто определяют эти цены, тем более, что все сделки имеют фьючерсный характер, то есть характер будущих сделок. То есть получается так, что отрыв от вот этого фундаментала спроса и предложения, да, более того, происходит еще и формирование новых потребностей, которые не являются, собственно, аутентичными, настоящими потребностями, а являются искусственными потребностями. То есть вас заставляют хотеть то, что вы, может быть, сами и не хотите, но то, что хотят, чтобы вы хотели. Вот приблизительно так сложно можно выразить. Да, так и есть. Вам формирует потребность, например, скажем, листать глянцевые журналы, покупать обязательно брендовые товары. При том, что в этих брендовых товарах, например, собственно, качество, там, предположим, на несколько рублей, а так называемый интеллектуальный довесок, искусственный интеллектуальный довесок на миллион. И вы покупаете бренд, платя за него бесконечно большие деньги, обменивая его на качественный ресурс, который принадлежит там газовый или там какой-то другой, который принадлежит не только вам, который принадлежит и вашим детям, поколениям, будущим поколениям. Наталья Викторовна, вот здесь, чтобы не пропустить мысль, вы очень интересную мысль как раз затронули. Об этом сейчас практически никто не говорит, а это ключевой вопрос национальной безопасности любого сообщества. Речь идет о том, что вот когда нам продают очень дорого, а если мы не купим, просто так отдадут, даже даром, новейшие технологии, вот у нас говорят информатизация, правительство, открытое правительство и так далее, мы должны все это купить, освоить, вот эти карты нового поколения, всех граждан оцифровать. Я должен сказать, что если мы не заплатим бешеные деньги за эти технологии, нам бесплатно подарят. Мы пока еще платим, что самое интересное. Нам и бесплатно навяжут. Почему навяжут? Дело в том, что вот раньше все расчеты и политическое планирование с этого начиналось, все прогнозы о будущем начинались с понятия технологический тупик. Вот вы сказали, что в то или иное изобретение, технологическую цепочку вкладывают огромную цену за бренд. Не только за бренд. То есть, кроме того, что здесь есть патент на эту технологию, эта технология на самом деле завязана только на те фирмы, те структуры и те производства, которые контролируются теми, кто имеет этот патент. То есть, практически, если вы покупаете, вот, например, на телевидении современную аппаратуру, то знайте, в случае какой-то конфронтации, если вдруг будет блокада экономическая, вот начнется завтра или послезавтра, условно говоря, то грузинская компания показала, что вопрос о блокаде обсуждался в открытую. Так вот, если она начнется... Недавно Маккейн сказал, по-моему, посетив Ливию, он сказал, что следующий на очереди Сирия, Иран, Россия. А потом Россия. Да. Так вот, если блокада начнется, а блокада – это чудовищная вещь, и мы ее не раз переживали, так вот, блокада это означает, что через какое-то время становятся все производства самые современные, они и остановятся, потому что мы не можем устранить вот то, что называют технологический тупик. Это где-то 10% стоимости технологических вот этих открытий, изобретений, а 80-90% это технологический тупик. Это сознательно вложили формулы, технологии и так далее, полную технологическую зависимость. Я сегодня не слышу ни от кого, от политиков, чтобы они даже об этом вспоминали. А, извините, это краеугольный камень национальной безопасности. Это вот вы просто случайно коснулись этого вопроса, о том, что нам навязывают потребности, которых могло бы не быть. Ну, конечно, западные компьютеры лучше наших, кто же спорит? Просто потому, что наши разработки в этом плане были остановлены. Только по этой причине. И по этой причине мы действительно покупаем не просто кота в мешке, а еще того кота. Который в какой-то момент не будет ловить мышей. Который будет выполнять свои функции. То есть, в конце концов, он может и нас ловить. Мы же не знаем, что это за кот. То есть, это закодированное слово «кот» словом с буквой «Д». Код. Это код. То есть, мы кодируемся, по сути, чужими технологиями. Это чрезвычайно опасно. Это тоже, кстати, разновидность вот попперовского проекта пошаговой инженерии. Шаг за шагом, не видно, незаметно. А почему нет?
Кстати, должен сказать, что я испытываю большое уважение к Попперу. Он ведь тоже предсказал, как современник Куденкова Калерги, предсказал последствия войны, Второй мировой войны, ее возникновение, последствия. Так вот, Поппер предсказал крушение биполярной системы через гибель СССР и назвал это перестройкой. То есть я даже удивляюсь, вот кто нашел это слово для Горбачева? Неужели он сам? Я думаю, может быть, Шахназаров. Понятия не имею. Но наверняка человек, который читал Поппер. Это он, кстати, не был издан в России, кажется. Вот. Но что говорит Поппер о перестройке? Он говорит, что самое чудовищное, что может произойти, это принесет миллионы жертв и полностью разрушит Россию и вообще тоталитарные страны. То есть разрушит все, что у них есть ценного. Так, не тоталитаризм разрушит, а разрушит социальный уклад, принесет бедствие миллионам людей. Это если за демонтаж возьмутся сторонники вот этой лобовой социальной утопической инженерии, то есть коммунисты. Вот если они за это возьмутся, то тогда, конечно, России, да и миру, в общем, последствия будут очень большие, не виноваты очень больших крушений и бед. То есть рухнет СССР, рухнет биполярная система. Ну, а биполярную тогда не писал, потому что она только формировалась. Вот, со всеми противовесами, вот, с достаточно сложной конфигурацией по сохранению мира. И все это произошло. И он именно о перестройке говорил. То есть такое впечатление, что он знал Горби, что они были знакомы. То есть он его видел, когда описывал. Вот это вызывает у меня лично к Попперу тоже такое достаточно серьезное уважение, потому что не все люди обладают прогностическим даром вот в такой степени выраженным. Вот когда мы говорим о прогнозах, о прогнозировании, о проектах, мы имеем в виду ответы на самые такие актуальные вызовы современного мира. О каких таких самых острых вызовах можно говорить сегодня? Вызовах, которые поставлены современным миром, человечеству? Это вопрос сам по себе. Как вы считаете? Сам по себе грандиозный. Да. Давайте произведем какую-то классификацию, иерархизацию, может быть, этих вызовов. Потому что если мы остаемся в поле философии, то вот, как говорил Каллингвуд, философы в этом сила, философия слабость, они по необходимости не только изучают объект и говорят об этом, но они одновременно изучают и мысль свою об этом объекте, и об этом говорят. Ну вот, в частности, тот же самый Каллингвуд, например, полагал, что современная теория прогресса, вот линейного прогресса, исчерпала себя. Он полагал, что вместе с Тойнби они разрабатывали эту тематику, что современная цивилизация работает по логике, развивается по логике вопрос-ответ. Да, у Тойнби вызов и ответ. Это вызов-ответ, да, challenge. А у Каллингвуда это вопрос-ответ. У Каллингвуда это вопрос логики истины. И каждая цивилизация может дать свой ответ, или каждая, скажем, группа стран может дать свой собственный ответ на один и тот же вопрос, и таким образом цивилизация будет развиваться как бы ветвисто, кустисто. То есть вот такой нелинейный прогресс, если вообще можно говорить о прогрессе современном. Ну, у Каллингвуда это такая чисто логическая процедура в основном. Речь идет о таком своеобразном понимании истины. То есть истина – это не только те или иные проверяемые или какие-то верифицируемые суждения, там, предложения, а это еще и вопросы, которые мы задаем себе, миру и так далее. И ответы. Вот система вопроса и ответа, она включается в более большую систему вопросов и ответов, и только тогда можно подходить к вопросу о том, истина это или не истина. А вот у Тойнби действительно очень интересно, вы хорошо связали эти темы. У него не вопрос и ответ, а вызов и ответ, когда перед нами, собственно говоря, генезис, причина возникновения локальных цивилизаций, в том числе и православной цивилизации, о которой говорят западные теоретики. Наряду с великими цивилизациями православная цивилизация занимает свое особое место. Об этом Панарин писал. Так вот, у Тойнби
Есть внешние вызовы, средовые и идеологические, в том числе всякие вызовы внешние. То есть это внешнее воздействие на социум, на общество, которое должно выживать. И внутренние. Здесь очень хорошо Панарин потом писал о том, что внутренние вызовы и ответы, внутренние вызовы, это, по сути, уже идет через сферу культуры, через сферу цивилизации и идей. Вот. И он построил очень грамотно вот эту теорию формирования и сосуществования локальных цивилизаций, которые существуют одновременно вот с этим процессом моноцивилизационного развития, когда навязываются общие стандарты, когда навязываются общие отношения, общая правовая система. Ну, все то, что на самом деле не только закрепляет, но чаще всего разрушает. Современные политологи и проектологи, они предпочитают мыслить множество цивилизаций в состоянии столкновения, в состоянии clash of civilizations, то, что написал Хайдеггер, и прошу прощения, то, что написал Хантингтон, да. Вот. И clash of civilizations, столкновение цивилизаций, это норма будущей жизни с точки зрения Хантингтона. И здесь можно сказать, что столкновение будет проходить не только по глобальным линиям, по линиям между 8-7 цивилизациями, но и внутри этих линий, так называемая теория глокализации, когда подвергаться трениям и конфликтам будут более мелкие общности, этнические, народы будут сталкиваться между собой, религии, религиозные сообщества. Да, но здесь существует очень большая подмена. Это связано с тем, что русские философы религиозные обычно называли европоцентризмом. То есть суть заключается в том, что сама идея цивилизации и варварства, то есть это вот открытое общество и враги, это калька. Это вот цивилизация и варвары. Причем бывшие варвары как раз называют себя цивилизацией, то есть те, кто разрушили Рим. Вот эта идея-то древняя. Так вот, они полагают, почему-то очень глубокое убеждение и на уровне сознания, подсознания, которое пронизывает на самом деле европейскую и западную культуру в целом. Это то, что вот все достижения западной цивилизации, все достижения, прежде всего технические, идейные и прочие, они доминируют. Они и составляют основу некой общецивилизационной нормы, позволяющей нам различать варваров от цивилизованных народов. Реализм состоит в том, что, с одной стороны, ресурсов планеты не хватит для процветания всех, и потому тем, кто не согласен отказываться от западного прогресса, предстоит принять новые, социально суженные условия его сохранения, как прогресса для меньшинства. С другой стороны, прогресс, как оказывается, порождает отходы не только промышленные, но и социальные, воплощаемые забракованным человеческим материалом. Для таких отходов должно иметься свое пространство на периферии привилегированного мира. Чем четче осознается эта реальность, тем несомненнее перспектива новой реколонизации мира. У менее достойных и неприспособленных надо отнять дефицитные земные ресурсы, которыми они все равно не в состоянии эффективно распорядиться. А для этого, в свою очередь, их необходимо разоружить, то есть исправить роковую ошибку прежней эпохи, давшей орудие самозащиты тем, кому в конечном счете суждено оставаться кастой неприкасаемых. Александр Панарин. Глобальное политическое прогнозирование. Вот те, кто не разделяет вот эти вот ценности
или не может их сохранить. Ценности модерна, можно сказать. Да, Той можно цивилизации, которая Да. сложилась на основании философии Да. или мировоззрения, или парадигмы модерна. Совершенно Модерн правильно. – это парадигма, которая сложилась в новое время, которая основывалась на идее абсолютно автономного суверенного индивидуума, свободного абсолютно от всего, от государства, от общества, от иерархии, от Бога, в конечном счете от самого себя, как предлагают считать уже современные философы, уже постмодернисты, которые считают, что модерн уже закончился. Так вот, именно эта модернистская парадигма навязывается в качестве единственно возможной. И те, кто ее не прошел, те, так сказать, выпадают в осадок. С теми нужно поработать, тем нужно привить эту парадигму и заставить народы идти этим единым западноевропейским путем. Да, Панарин это оценивал как расизм, но расизм не в таком этнически кровном плане, а как социальный, как культурный социальный расизм. То есть это действительно чисто российская теория, в соответствии с которым вот есть избранные народы и есть изгои. Мы как раз с этого начинали, с которыми можно проводить политику больших проектов. То есть просто переделывать от начала до конца. Вавилонская цивилизация, культура, наследие и так далее. Что это стоит, если вопросы нефти уже ничего не стоит, поэтому все это было разрушено, просто разрушено и разграблено. Я не говорю о Ливийской пустыне, которая тоже не пустыня, а сокровищница. Поэтому в данном случае все отбрасывается ради вот этих грандиозных проектов, которые скрыты, полностью скрыты под прикрытием вот этой мягкой социальной пошаговой инженерии. Давайте жить лучше, давайте договариваться. Какой договариваться? Как можно договориться с теми, кто тебя считает варваром по определению? Просто потому, что это другая цивилизация. А свою цивилизацию он считает образцом и эталоном. И вот эту идею, которая лежит еще глубже, чем Куденкова каллергия и так далее, там просто впитано с молоком. Это вот мы избранные, а все остальные, в общем-то, дикари, которые могут в той или иной степени быть цивилизованы. Современный глобализм чрезвычайно экстремистски ориентирован. Он сметает национальные государства, он сметает границы, он сметает принцип суверенности, он сметает систему европейской безопасности. Он уничтожает христианство повсеместно во всем мире. То есть уничтожает под предлогом того, это политическая корректность или политическая толерантность, под предлогом того, что сам факт, что европейские народы являются носителем христианской веры, или русский народ православной цивилизации, христианской веры, это все каким-то образом, оказывается, оскорбляет чувства иноверцев. Но в Европе это может быть и так. Это оскорбляет принцип прав человека. Да. Неизвестно только какого человека. Действительно, откуда взялся этот абстрактный человек, из какого он выпрыгнул, из какой коробочки он выпрыгнул. Ведь дело в том, что человек это есть... Это либеральная коробочка. Это есть элемент этнический. Это и есть элемент народа или рода. Он имеет тело, он имеет язык. И все это придается ему, его культуре, его истории, его народам. О каком человеке говорит современный либерал? Вы знаете, это есть страшные вещи. Я говорил с очень крупными политиками, в том числе и генеральным секретарем Европейского Союза, когда он приезжал в наш университет, бывшим, и многими другими, в том числе в Европе на разных встречах. На самом деле очень крупные политики. И задавал просто один вопрос, и хотел понять. Вот когда на наших глазах разрушается экологическое многообразие, то есть на 20, на 30% в течение 50 лет снижается просто количество видов живых существ по многим направлениям, то есть идет просто обвальное крушение, об этом все говорят. Когда съезжаются лидеры государств, вот восьмерка. Деградирует человек или развивается, он неизменно производит мусор.
огромные Да, и мусорные это тоже, пятна, это тоже огромные мусорные Да. свалки. То есть в Тихом превращает океане. многообразие биологического мусора, это правда. И вот когда встречаются там Путин, сейчас Медведев, с лидерами других стран, саммит «Восьмерка» и так далее, то они ведь начинают свое заседание с обсуждения этих глобальных вызовов, то есть крушения биосистемы. И должен сказать, что это правильно. Но самый главный пункт здесь – это экология человека. Меня интересует другое. Антропоса. О чем они молчат? Вы правы совершенно. А о чем они молчат? И вот этот вопрос задаю. Почему молчат? О чем молчат? Дело в том, что по самым оптимистическим прогнозам в течение жизни 2 поколений всего-навсего с планеты Земля исчезнет 60% существующих, вы сказали, языки. Существующих языков, значит, народов. Этносов. 60%. То есть они исчезнут, они не будут убиты. Они превратятся в биомассу, которая будет носительницей каких-то общих человеческих, там, как вы сказали, совершенно сконструированных, диких, в общем-то, не имеющих никакого отношения к цивилизации. Говорящих на pidgin English, например. То есть на каком-то таком усредненном английском на портовом языке. языке. Это можно назвать портовый язык. Там, где встречается цивилизация, там возникает очень глупый язык для очень глупых людей. Что и требуется, в общем-то говоря. Потому что очень глупые люди должны верить в очень большие идеи. И в их светлое завтра. Так вот, это действительно портовые языки. Так вот, на чем я остановился? Да, исчезает по оптимистическим прогнозам 60% языков. А по пессимистическим в течение жизни 2 поколений, то есть наши внуки это застанут, исчезнет 90% языков и народов. И вы подумайте, никто из лидеров ведущих стран об этом даже не заикается. Существует такая договоренность. Ну да, но придется пожертвовать ради... Ну а как это сохранить? Это же анахронизм. Друзья мои, какой же это анахронизм? Это право на жизнь. Ведь право на жизнь дается не только человеку, как биологическому существу, половину отрезали и живи. А право на жизнь дается народу, этносу. Я говорю не только о малых народах, но и о больших. Вот еще недавно это казалось парадоксом. Помните, появилось литературное произведение, теперь это ходячее название «Мечеть Парижской Богоматери». То есть европейские народы, которые являются носителями великих культур, многих культур, они тоже под угрозой уничтожения. В течение одного поколения, да, как писал Бьюкинен. Да. Причем это мы видим вот сейчас, вот прямо сейчас на наших глазах. То есть мы не доживем, вероятно, до полного апогея. Через 50 лет, писал Бьюкинен, да, среди 10 человек только 1 будет европейцем. Да. Остальное это будет такая афроазиатская. И вы знаете, в чем дело? Я очень люблю все народы. Но melting pot это ужасно. И очень хорошо отношусь. Европейский но меня pot. Пугает другое. Вот когда, например, говорят о, значит, так сказать, исламском проекте европейском. То есть, вялотекущий проект, но сам идет, его не надо подталкивать. То есть европейцы, либералы сами накликают на себя беду своим мультикультурализмом и прочими идиотскими изобретениями. Это уже, собственно говоря, можно повторять вслед за канцлером Германии, вслед за Саркози тоже, премьером. уже признал, что мультикультуралистский проект не удался. И Великобритании, и все. Теперь мы можем говорить. Кстати, я в Лондоне. Да, но остановить этот процесс не так просто. В прошлом просто. году читал лекцию о том, что мультикультурализм, это называлось «Миссия России и Британии» доклад. А поясните, что такое мультикультурализм для наших телезрителей? То есть это такое политическое изобретение, смысл которого, политический проект на самом деле на 100%, никакая не теория. Смысл которого заключается в том, что лучший способ заставить мигрантов, которые живут в Европе и чувствуют себя чуть чаще хозяевами Европы, заставить их в какой-то степени стать носителями языка, культуры, технологий, чтобы они не отвергали, не разрушали, а стали преемниками уходящих народов.
Вот. Но мирно это должно произойти, и для того, чтобы мирно это произошло, ведь, не надо раздражать религиозные чувства. А как их не раздражать, это европейские народы с христианством. Поэтому лучше погасить вообще религиозные чувства, запретить желательно, убрать на третий план. Например, наказывать корпорации в случае, если они делают корпоративные елки в Рождество христианское, чтобы это не оскорбляло чувства. Ну, там в Великобритании, в других странах европейских прошли суды, где компании, которые устраивали такого рода кооперативы, вынуждены были просто раскошеливаться, расплачиваться за нетолерантность. Слишком языческие или слишком Да. христианские И в обычаи, результате да? получилось, что погасить-то они погасили, то есть религиозные чувства христианские, то есть практически раздавили огромное вот это силищей, которое идет через образование и через все каналы. А ислам не погасишь, во-первых. Во-вторых, это не тот ислам, который в исламских государствах. Ведь люди, которые приезжают на новые места, приезжают не для того, чтобы нести ислам и истинный Аллах, так ведь они приезжают с другими целями, жить сыто и хорошо. И сейчас, а не завтра. И для себя, и своих детей, а не думая об этих народах, куда мы приехали. Так ведь? То есть это не те исламисты, с которыми можно договариваться. Это исламисты, в кавычках, которые на самом деле используют ислам как проект для своей красивой европейской жизни. Это что-то другое. Они живут на пособии, на которое горбятся и работают уходящие коренные народы. Поэтому возникает вот очень сильное, тяжелое противоречие, когда не только христианство используется как политика, что очень часто делалось, к сожалению, но ислам используется тоже как просто инструмент в политической игре определенных сил. И здесь либералы, которые тоже за сытую жизнь, и приезжие, которые тоже за сытую жизнь, ищут уже язык на понятных отношениях. Сделаем так, чтобы тебе хорошо и мне хорошо. Грубо говоря, это и есть мультикультурализм в его вот той версии, которая не состоялась. Потому что люди не захотели адаптироваться, не захотели врастать в эту культуру, не захотели даже с ней мириться. Потому что им нужны все права без того, чтобы взять на себя и ответственность за уходящие народы. Они уходят. Еще как. То есть это просто идет колоссальный слив цивилизационный. Кстати, у меня есть очень большая версия и подозрение, что так называемый Болонский процесс, который мы перенимаем, он в некоторой степени является проектом для будущего привлечения представителей христианских народов и, будем называть вещи своими именами, белой расы, в европейскую зону. То есть для этого надо подготовить русских по определенному набору стандартов, причем не очень высоких, чтобы они заняли только ту нишу, которую занимают сейчас. Низший инженерный состав. Которую занимают сейчас приезжие, то есть мигранты. Но таким образом немножечко оживить Европу. Таким образом немножко оздоровить Европу. Отдалить принятие шариата, может быть. Это ведь делается в основном для мигрантов в значительной степени. То есть это бесплатное образование, которое они могут получить. Для людей, которые не владеют даже языком, совершенно правильно. Но они им овладеют, во-первых. А во-вторых, они будут цепляться за тот, если хотите, интеллектуальный потолок, которого достигнут. И для них это будет огромная победа, и человеческая, и жизненная. Это первая, как говорится, интеллигентная порода из нищеты, из социальных вот этих убежищ в нормальную цивилизационную жизнь, равной среди равных. За это есть ради чего дорожить. То есть это европейские ценности. Значит, Болонский процесс имеет не только рыночную составляющую, да. Он не только экономичен, но он еще имеет и определенную такую идеологическую, секретную составляющую. Но у нас-то ведь нет этого. То есть у нас нет неграмотных мигрантов. Россия, Советский Союз, вот имперское начало. Мы очень образованная нация. Мы давали образование всем малым народам и большим, у нас любым. была всеобщая грамотность, всеобщее образование. Всеобщее. То есть это же не дикари какие-то, которых надо теперь цивилизовывать. такого не будет, наверное.
А теперь, по сути, мы изобретаем, переносим механизм, который очень эффективен для западной системы. Я всегда думаю, а зачем? И вот мое личное, догадка, это не откровение, конечно, заключается в том, что все-таки, Что мы должны помочь Европе? Все-таки решили эту территорию оставить. Жить здесь трудно, здесь холодно. Да чего вообще здесь жить, если вот огромная Европа освобождается, по сути. А здесь оставить коридоры, города, где добывают нефть, трубопроводы, и так далее. А потом уже землю отдавать в аренду, может быть. Но еще На неизвестно, 40, как на 50 климатическая лет. ситуация повернется. Да, не всякие народы захотят осваивать, но есть те, которые захотят. И есть те, которые уже хотят. Сколь бы неинтересен был наш разговор дальше, если бы мы его сейчас продолжили, но мы вынуждены заканчивать нашу беседу. Я благодарю вас за обстоятельный рассказ. Очень рада была встретиться с вами сегодня в передаче. Приглашаю принять участие в передачах о прогнозах, планах, проектах. Спасибо. Спасибо, благодарю тоже. Всего доброго. Вы смотрели программу «Философские чтения» на православном телеканале «Спас».